Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, начало регистрации в очередной ежегодной лотерее Green Card откроется уже совсем скоро. На нашем канале вы найдете исчерпывающую информацию и ответы на все интересующие вас вопросы на эту тему. Серьезно, я уже рассказывала о том, кто может участвовать в лотерее, как заполнить анкету и сделать правильное фото самостоятельно. Рассказывала и про мошенников, и про шансы на победу, основываясь на статистических данных, и даже о том, что делать дальше и как пройти все этапы длительного процесса получения Green Card, если вы станете одним из счастливчиков и выиграете. Все эти и еще множество других полезных видео удобно отсортированы в плейлисты, ссылки на которые вы найдете в описании под видео. Но сегодня мы поговорим о том, можно ли увеличить шансы на победу легальным способом, и если да, то как это сделать. Итак, поехали! Ежегодно в лотерее участвуют уже более 14 миллионов человек практически со всех стран мира. Но несмотря на то, что шансы на победу небольшие, они все равно гораздо выше, чем шанс сорвать джекпот в любой денежной лотерее. А вот польза от получения грин-карты может оказаться гораздо больше, чем от полученного джекпота. Поэтому, на мой взгляд, участвовать однозначно стоит, если вы хотите и готовы эмигрировать. Ну и перед тем, как наконец-то уже перейти к основной теме видео, хочу напомнить, что выиграть в лотерею еще совсем не значит получить грин-карту. Причин, по которым вам могут отказать в выдаче или до вас не дойдет очередь на собеседование, очень много. Именно поэтому, несмотря на то, что ежегодная квота составляет 55 тысяч виз, победителей на первом этапе отбирается намного больше, а в дальнейшем их огромное количество отсеивается по разным причинам. Это и допущенные ошибки в анкете на участие, и в форме DS-260, которую заполняют после победы в лотерее, и не вовремя отправленные анкеты и документы и множество других факторов. Но если вы правильно заполните все анкеты, соберете все необходимые документы и ответственно подготовитесь к медосмотру и собеседованию, ваши шансы на получение грин-карты будут практически стопроцентными. Конечно, если не брать во внимание проблемы последних 2 лет, когда из-за пандемии коронавируса посольства прекратили свою работу на длительный срок. Но я думаю, это временная проблема, которая решается уже в ближайшие годы. А вот можно ли увеличить шансы на победу в лотерее? Давайте подумаем. Скажу сразу, если вы задумывались о том, чтобы заполнить больше одной анкеты на себя, изменяя фотографию или часть данных, забудьте про это. Современные алгоритмы легко выявят анкеты-дубликаты и вас просто дисквалифицируют. Не поможет увеличить шансы на победу заполнения анкеты в первые или последние дни. Система выбирает анкеты абсолютно случайным образом, а потому шансы не увеличиваются и благодаря определенному возрасту, образованию, знанию языка и так далее. Кроме того, не помогут и надежные посредники с их сказками о том, что с ними выиграть вероятность больше. Но, несмотря на все это, у некоторых участников возможность действительно повысить шансы на победу в лотерее все-таки есть. Многие из вас наверняка про это уже знают, но я уверена, есть и те, кто об этом не задумывался, а поэтому, надеюсь, наше видео будет очень полезным. Итак, если вы состоите в браке, подавать можно 2 заявки. То есть вы подаете анкету на себя, вписывая в нее своего супруга или супругу, а ваша вторая половинка подает анкету на себя, соответственно, вписывая в нее вас. И в случае выигрыша даже одной из анкет вы сможете переехать в США вместе как семья. Таким образом, заполнив анкеты на вас двоих, шансы на победу увеличиваются вдвое. Естественно, ваши дети, если такие имеются и они не состоят в браке и не достигли 21 года, тоже смогут уехать вместе с вами. Кроме того, ваши дети, если они уже получили как минимум среднее образование, могут заполнять еще и анкету отдельно на себя. Но тут есть нюанс. Согласно правилам лотереи, в случае победы одного из родителей, дети могут претендовать на получение грин-карты в качестве зависимых лиц. А вот в случае победы ребенка, даже если он еще не достиг 21 года, родителей в качестве зависимых лиц сразу с собой забрать не получится. Тут единственным вариантом будет переехать самостоятельно, а затем со временем подать документы на воссоединение семьи. Ну и конечно, как бы банально это ни звучало, не стоит опускать руки, если вы не выиграли с 1-го, 2-го или даже 5-го раза. Да, есть счастливчики, которым везет сразу, но таких очень мало. А вот если играть регулярно, то по теории вероятности ваши шансы будут расти. Других способов легально увеличить шансы и поймать удачу за хвост просто не существует. Так что хочу пожелать всем удачи в предстоящей лотерее. Обязательно пишите в комментариях, знали ли вы о том, что можно подавать анкету и на себя, и на супруга отдельно, и сколько раз вы уже участвовали в лотерее. Напомню, что для участия в лотерее основному заявителю необходим загранпаспорт.
То есть, если вы, ваш супруг или дети планируете подавать отдельные анкеты, загранпаспорт должен быть у всех. А вот если вы планируете заполнить лишь одну анкету только на себя, не подавая отдельные анкеты на членов семьи, наличие загранпаспорта для них не обязательно. И только если вы выиграете в лотерею, им понадобится его оформить. Но в таком случае, как вы поняли, шансы повысить не удастся. Так что готовьте паспорта на членов семьи заранее и подавайте анкеты на всех, кто может участвовать. На сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.